Сегодня приготовим вкусный и питательный обед или ужин для всей семьи. Список продуктов ждет вас в описании под видео. Сегодня покажу вам, как приготовить курицу с картошкой в духовке, чтобы мясо оставалось сочным, а картофель буквально таял во рту. Беру свежие куриные голени и первым делом добавляю к ним 1 чайную ложку соли без горки и специи для мяса без соли. Стираю приправу и оставляю мясо в сторонке. Пусть оно немного постоит и хорошо промаринуется. Кстати, напишите в комментариях, состав каких специй для мяса ваш самый любимый. Дальше беру 4 или 5 очищенных картофелин среднего размера и нарезаю их крупными дольками. Беру глубокую форму для запекания и отправляю туда весь нарезанный картофель. Следом беру 1 крупную репчатую луковицу и нарезаю ее полукольцами покрупнее, чтобы его видно было в готовом блюде. Нарезанный лук также отправляю к картофелю в форму. Теперь добавляю к овощам ароматные прованские травы. Обратите внимание, что в их составе нет соли, поэтому если вы любите блюдо посолонее, то можете прямо сейчас добавить сюда еще 1 щепотку соли на свой вкус. Сверху на овощи выкладываю наши замаринованные куриные голени. Накрываю форму фольгой и отправляю ее в заранее разогретую духовку. Выставляю температуру 190 градусов и оставляю блюдо примерно на 25 или 35 минут. Учитывайте особенности в вашей духовке, ведь у всех они пекут по-разному. Наша главная задача на этом этапе заключается в том, чтобы картофель стал почти готовым, то есть вот-вот мягким, но еще не развалился. Время запекания также сильно зависит от сорта картофеля, поэтому проверяйте его на готовность. Тем временем приготовлю заливку. В небольшую миску кладу 2 столовые ложки томатной пасты, добавляю копченую сладкую паприку, немного соли, специи для мяса. И вливаю примерно 200 мл холодной воды. Если вы любите, когда в готовом блюде получается побольше вкусной подливы, то смело лейте целый стакан воды. Обязательно попробуйте соус на вкус. Еще добавляю сюда немного сахара. Мне нравится, когда эта подливка напоминает по вкусу кетчуп. Такой кисло-сладкий вкус. Что вам ближе в таком маринаде? Пикантная остринка или более мягкий вкус? Поделитесь своими идеями в комментариях. Достаю форму из духовки, приоткрываю фольгу и пробую картошку. Она уже стала мягкой. Теперь заливаю все томатным соусом. Снова накрываю фольгой и отправляю разогретую до 190 градусов духовку еще минут на 15 или 20. После этого вы можете полностью снять фольгу и подержать блюдо под грилем до 10 минут, чтобы получилась румяная аппетитная корочка, но это уже по вашему желанию. Достаю форму, и у меня к этому времени уже готов легкий салат из свежей капусты. В его приготовлении нет ничего сложного. Все компоненты здесь максимально простые и доступные. Чтобы вы долго не искали, как сделать этот хрустящий салатик, я оставлю для вас его рецепт в конечных заставках к этому видео. Пока курица томится в духовке, можно очень быстро и легко нарезать эти овощи. Так что сохраняйте это видео, и вы получите полноценный сбалансированный ужин. Посмотрите, какая красивая, сочная и очень аппетитная картошка с мясом получилась. Курица совершенно не пересушенная, потому что мы готовили ее под фольгой, и все соки остались внутри. Если у вас возникнут вопросы по рецепту, пишите их под этим видео. Поставьте лайк этому ролику, чтобы помочь тем, кто еще не видел этот замечательный рецепт. И заглядывайте на мой канал чаще. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!